История долгая и нежелательная к рассказу. Собрав все источники воедино о деятельности Рубата, можно сделать заключение и оценить нашего единственного на сегодняшний день разработчика в Garry's Mod как исполнительного организатора непосредственно. Честно говоря, нужно опасаться говорить подобный текст, так как критике нужно прибегать в последнее время. Советуем на всю жизнь, что критику нужно превращать в подбадривающий юмор, который желает только улучшения деятельности. Но информацию мы берем чуточку серьезнее. Рубат или же робот-бой 655 — человек, о котором мы сегодня говорим. Человек, которого без зазрения совести можно назвать вторым Гарри. Рубат — это эстонский разработчик, который владеет английским и русским языком. Выходец из комьюнити, разработал довольно качественные аддоны и сумел себя каким-либо образом зарекомендовать на работу в компании, которая разрабатывает Garry's Mod — FacePunch. Хрен его знает, что именно он сделал для Гарри, но как результат мы имеем его на посту, рулящего всей разработкой и модерированием в Garry's Mod. Соответственно, перед его взором появилась перспектива модернизации, или по крайней мере перспектива сохранения правил для сообщества, темпов разработки игры и реализации публичного имиджа и рекламы. То, как он их реализует, это крайне пугающий сценарий для человека, который наблюдал за Garry's Mod с начала 10-х годов. И начнем мы с правил сообщества. Темы, в которые точно мы уже плаваем. Для Garry's Mod в целом существует ряд сводов правил, которые должно придерживаться комьюнити, а исполнение этих правил гарантируется, сами знаете кем, это же Гарри, то есть Рубат. Гарри же покинул разработку игры, которая названа в его честь. Рубат. Его слово гарантирует исполнение всех сводов правил. Он имеет право их редактировать, и только он может наказывать нарушителей в сообществе. Если он будет их наказывать по существу, комьюнити будет довольное. Если он будет пинать Полт, то популярность Милорда будет падать. Правда, как исключение, можно еще мобилизировать общую юрисдикционную модерацию Стима, которая может забанить банальщину по типу порнографии, человеческого мяса, оскорблений и еще рассмотреть нарушение авторского права. Все остальное регулируется такой штукой, как Our Rules. Наши Garry's Mod'овские правила. Объяснить несостоятельность этих правил на первый взгляд сложно, но мы будем для объяснения использовать дела, которые имели тот или иной результат и основываясь на котором можно сказать о том, работает ли какое-то правило или нет. Мы возьмем из моей карьеры Paid Content Cases, Magenta's Case, SRIP, Guides Anti-Rules Case и Server Operator Rules Cases. Каждый из этих пафосных английских названий демонстрирует эффективность и отношение Рубата к правилам. Желательно начать с того, где нет практически проблем. Paid Content Cases. Это те случаи обвинения контента, когда мы ссылаемся на наши правила мастерской Do not upload retail game content. Это то правило, из-за которого мы не можем скачать CSS или какой-то иной платный контент из мастерской Steam. За наблюдением на протяжении нескольких лет мы можем удостовериться, что оно более чем работает. Но и это ясно. Если бы оно не работало, то FacePunch бы получил бы много исков о нарушении авторского права, так как таких условий не было в контракте с Valve. Правда, иногда были абсурдные случаи, когда карту KSS Assault, которая импортировала KSS-контент в свой BSP-шник, пропустили через рапорт без бана. Позже мне люди, связанные с Valve, объяснили, что сами они не заинтересованы в проверке и могут положиться на Рубата. Похоже на правду, и вести это дело дальше опасно, ведь с небольшой, но все же вероятностью могут дать по голове всему Garry's Mod новыми ограничениями. Я не фанат лишних ограничений, поэтому дроп. Также дело, которое более-менее восстанавливает репутацию Рубата, является Magenta's Case. Это рядовое обвинение о краже аддона, которое получило небольшой огласки в комьюнити благодаря видео DTA, в котором он обвиняет злое русское комьюнити в недобросовестном поведении и краже аддона подруги. Ее как раз таки зовут Magenta. Персонаж DTA и русофобия — это вообще отдельная угарная тема, но наше внимание сейчас приковано к другому персонажу. Суть в том, что разработчики из комьюнити DTA имеют уже сталое мнение о Рубате и, проще говоря, цензурной лексикой недолюбливают его. Недолюбливают настолько, что они даже и не пытались ему писать. Они всегда делали обвинения через юрисдикцию Steam, а не Garry's Mod. В результате чего и поплатились тем, что никто через некоторое время не захотел рассматривать нарушения. Кроме меня, конечно же, потому что меня взял на слабо чувак из Hell 2 комьюнити, и я, конечно же, написал Рубату, и мы решили этот вопрос меньше, чем за месяц. Мне это нормально, я получил в друзья двух влиятельных разработчиков. Важно то, что, во-первых, с горем пополам, ряд правил, которые защищают авторские права, действительно работают. И важно, во-вторых, что с того момента мы замечаем оппозицию еще с одного комьюнити, которое также недовольно действиями Рубата. Правда, ведь после того, как мы
решили делать через юрисдикцию Гаррисмода, Magenta поменяла мнение о деятельности Рубата, ведь он все-таки восстановил справедливость в этом деле на ее пользу. Guides Anti-Rules кейс уже интересный тем, что я противостоял армии из каких-то школьников, которым суждено стать анархистами. Случай банальный, но имел много последствий, и из-за которого будет еще и Сарип, о котором я расскажу чуть позже. Anti-Rules кейс начался с того, что я запостил у себя в сообществе на ютубе пост, в котором рассуждаю на тему своего вмешательства в восстановление правил во вкладке руководств. Так как на то время, впрочем, как и всегда, конкуренции и модерации практически не было, я рассчитывал на результативную работу. Комьюнити из каких-то малоизвестных персон решили составить мне оппозицию в этом вопросе очень действенным способом, который я никогда не подводил. Начали меня тушить, создав серию из оскорбительных руководств в мою сторону. В то время, походу, сам Рубат офигел от таких действий и даже начал со мной переписываться, чтобы помочь мне с оперативной блокировкой этих милашек. Когда пару людей отлетели в бан, оппозиция принялась за дипломатию и попыталась указать на мои ошибки. Но там что-то не очень задалось, и в результате своих же жестоких фактологических ошибок они додумались назвать меня модератором гаррисмодовского воркшопа, и что я правила придумываю на ходу. Короче, до смешариков было еще далеко, а видео, в котором я все объясняю, еще так и не вышло. Вот и произошел такой казус. Но их баны не были напрасны. В результате-то мы смогли добиться отмены правила о тролл-гайдах, которое пропало еще до выхода моего видео о правилах в руководствах. Поняв, каким путем можно избегать кровавых банов и добиться отмены правил или де-факто исполнения правил, я на пару со своей коллегой разработал стратегию Сарипа, которую временно заморозил, но потом хотел бы провести вместе как проектную работу со своим сообществом. Заморозил я ее из-за одного события, которое аукнулось на лоб в то же время. Принятие Server Operator Rules, которое открыло несколько дел и породило мем про несчастную шапку. Пересказывать содержание того видео не очень хочу, поэтому перейдем к последствиям. Дело было 7 мая 2021 года, когда мы решили безобидно подколоть Урбата и написать ему под профилем фразу, которая не несет никакого смысла «верни шапку». Просто чтобы он обратил внимание на то, что у комьюнити происходит какая-то активность, и мы заинтересованы в более эффективном урегулировании правил. Но как всегда, если ты идешь к царю с табличками «верни шапку», то он скажет прислуге стрелять. Именно так произошло кровавое воскресенье. Историческая точность, ребята. Ну, на самом деле, он закрыл комментарии профиля, поудалял все комментарии, связанные с шапкой, и неугодных кинул в ЧС. Довольно странная реакция выходца из комьюнити, хотя, может, он думал, что адепты, желающие возвращения шапки, это простые безжалостные тролли, которые хотят потратить его время. А что же насчет Server Operator Rules? Сбылся ли прогноз о том, что правила будут работать странно? Конечно, это же Рубат. Он не цезарь, чтобы делать 100-500 дел одновременно. В результате школу РП, которая крутит онлайн, не забанили. Сервер Рутры и Серебра забанили второй раз по приколу. Дарк РП сервера дальше мутят себе онлайн. Постбеллом долгий период времени тусил спорно контентом. Хотя я там не играю, не могу точно знать. Одним словом, все так себе. Перестав стреляться в этом поле, мы смогли приступить к самому большому делу руководств – Сарипу, который стал последним гвоздем в крышке гроба терпения и катализатором для создания этого видео. Сарип – это аббревиатура – создание обширного реестра искаженных публикаций. Слово, созданное чисто для удобства в речи, является проектной работой в комьюнити Алиума, где мы запланировали создать большой список с нарушениями в руководствах. Позже, предоставив его Рубату, мы обязаны были порекомендовать ему создать отдельную категорию исключения для руководств, нарушающие правила, или же вообще удалить ненужные неработающие правила. Создав 1000 жалоб и запихнув их всех в один рапорт, мы отправили его Рубату. В благодарность за бесплатную работу модератора с 2013 по 2016 год мы получили натуральный игнор. Еще раз, команда из 5 людей на волонтерской основе пахала для того, чтобы исполнить 3-годовую работу модератора руководств, и в благодарность получила игнорирование. Да если бы Рубат просто нам отписал комплимент и ничего бы не сделал, не было бы так обидно. Сарип показал, что Рубату просто плевать на инициативы, и рассматривать он заинтересован только самые затянутые дела, думая, что множество мелких нарушений не существует. Как результат, мы можем сделать список наших гаррисмодовских правил и оценить, какие правила Рубат держит в активе, а на какие забил болт. 5 из 22. Вот какие проблемы мы имеем в поле правил. Ну, может, в более важной части Рубат нас не подводит? Что там насчет разработки самого Гаррисмода? Может, мы имеем произвол в правилах, но имеем идеальную игру в обновлениях с начала деятельности Рубата? Нет. Нет.
Ну, нет, значит нет. Давайте с самого начала. Ссылаясь на мнение самого Рубата, он делает все, что необходимо с акцентом на безопасность. Было бы идеально, если бы этот акцент не создавал дополнительные проблемы вне сферы безопасности. В грубом взгляде на ситуацию, его оптимизация для кода ломает прошлые достижения независимых разработчиков, и для их аддонов теряется поддержка. Некоторые разработчики игнорируют эти проблемы, некоторые сразу же чинят все с Рубатом, а третьи прямо говорят о проблеме обновлений и уходят из Гаррисмода насовсем. Примером такого разработчика является The Hellbox, который сделал Air Wars и Space Explorers. Так он и написал в английской версии описания Air Wars. Действия Рубата в разработке Гаррисмода очень похожи на прокрастинацию. Вместо внятных целей и необходимых изменений Рубат занят бог знает чем, и всегда же себе представляет отговорку в виде сохранения безопасности. А можно ли задать вопрос, а есть ли вообще эти внятные цели для комьюнити? Может, у Гаррисмода нет проблем от слова совсем и можно заниматься добавлением разноцветных веревок? Как бы нет. Все уже давно ждут от Рубата и Facepunch в целом обновления 64 битов и ветки Хромиума, которое должно было выйти еще летом, но что-то конкретно пошло не по плану и без детальных комментариев. Была лишь надежда, что в разные периоды времени этими обновлениями займутся такие персонажи, как Velox и Code.js, но Velox таинственным образом пропал и больше не ведет никакой активности в Гаррисмоде, а Code.js, когда вступил на разработчика Гаррисмода, даже проводил что-то типа пресс-конференции, обсуждая прекрасный Гаррисмод будущего под эгидой его разработки. Время прошло, а вот Code.js перестал быть разработчиком и переквалифицировался в модератора. Все идеи были похоронены под прокрастинацией Рубата. Деталей не знаю, может и не прокрастинацией. Как результат, мы не имеем обновлений 64 бит и Хромиума. Еще присутствует значительная проблема в том, что Рубат не то что не хочет слушать каких-то левых игроков или же комьюнити-менеджеров моего уровня, он не хочет слушать буквально любого, кто его как-то тронет, даже если этот человек будет известным маппером или сервер-овнером. Это еще если не трогать мелкие подлянки, которые ограничивают модеров по полной. Из всех проблем можно подметить крайнюю переломанность веб-составляющей движка CSS, который портит отображение страницы из-за отсутствующих блоков интерфейса, древнюю HTTP-библиотеку, которая теряет параметры запроса, обход которой не очевиден для многих модеров, отсутствие некоторых базовых функций JavaScript, таких как let и других асинхронных функций. При переходе с 12 на 13 версию были вырезаны битовые операторы, чье удобство было намного лучше, чем у поставленной на их место бит-библиотеки, которая в свою очередь успевает переполнять значения и ломать результат, чего в базовой библиотеке не наблюдалось. К сожалению, заменено оно было по заключению внутреннего голосования, и как следствие причин мы не знаем. Иногда Рубат чинил древние баги, как это было с отрисовкой мира, но этот фикс был забракован по причине глобального понижения производительности без шанса на создание более оптимизированного способа реализации. К сведению, мир не то что прорисовать нельзя, его полигоны даже нельзя выудать, от чего модеры или читают формат карты напрямую для самых смелых, или используют коллизию для ее репрезентации, что близко даже не сам визуал карты, или создают вручную точечное облако, чья генерация вызывает дичайший пригар у производительности. Производительность со стороны Рубата объяснима. При любой попытке перетащить на 64 бита такой огромный проект, как Gmod, а к нему и сам Source, то нечистоты будут литься из всех щелей. Даже если Рубат был бы армией из одного человека, его одного на такой массивный проект оставлять было крайне гиблой идеей. Комьюнити Gmod, как следствие, приходится сталкиваться с маневризмом единственного человека в разработке. Гаррисмод требуется больше разработчиков. Facepunch могла бы нанять больше рабочей силы или открыть код игры, таким образом ускорить производство силой самого комьюнити и не полагаться на одного Рубата, чтобы выискивать все проблемы. Я люблю Source, и я не хочу, чтобы самая креативная игра на нем поникла таким образом. Еще одна сфера управления Гаррисмодом — это поддержание имиджа и публичное представление игры. Мы не будем фокусироваться на ней сильно, потому что Гаррисмод — это не та игра, которая требует представления и постоянной рекламы. Единственным большим отливом репутации игры является DarkRP, но это не та тема, которую нужно здесь рассматривать. В целом с публикациями, которые есть, нет никаких проблем, но их как бы нет. Публикаций нет. Например, вы знали, что у Гаррисмода есть свой Твиттер? А вы знаете, сколько там постов за 2021 год? Один пост. Твиттер самого Гарри и то является более информативным источником, чем Твиттер игры. Еще есть Facebook того же уровня, который копирует посты с Твиттера. Нормальным источником информации являются Steam новости, но за последний год там были опубликованы лишь сообщения об обновлениях.
Последняя новость, которая была создана с целью рекламирования деятельности комьюнити, была в 2020 году, когда Gmod Store проводил баттл разработчиков игровых режимов. Впрочем, как я сказал раньше, это не тот вопрос, который нужно обсуждать в первую очередь для Гаррисмода. Бог уже с этими публикациями. Перейдем к итогу. Личность Рубата очень противоречива. Мы довольно часто можем замечать нерациональные действия с его стороны, которые никоим образом не объясняются и не комментируются. Вследствие этого поведения появляются проблемы в исполнении правил сообщества и разработки игры. А поменять ситуацию не то что сложно для самого Рубата. Главное разбить ее на мелкие проблемы и решать постепенно. Как минимум, набрать штат сотрудников, на которых можно будет скинуть неважную работу. Рубат не ужасный человек, и он может помочь в последний момент с восстановлением справедливости, или, как ни странно, оперативно залатать дыру в безопасности. За что я лично мог бы поблагодарить Рубата, то это за вступление на мою сторону в деле Мадженты и дело антирулеров, но за что-то большее не могу. Рубат не может воспринимать критику и тем более поддержать инициативы других людей. Такое чувство, что в государственной политике и то легче добиться реализации своего интереса, чем в Гаррисмоде. И что с этим делать? Ни я, ни кто-то другой не знает. Если мы попытаемся ему что-то объяснить, то мы получим только игнорирование. Может, в черный список полетим. Поэтому я не попрошу вас ни писать никому, ничего не публиковать. Просто если у вас появится возможность связаться лишний раз с Рубатом, то спросите, почему все именно так? Если у вас появилась проблема и она именно у вас, то Рубат вам скорее всего поможет. Вспоминая слова Гейба Фолловера о том, что FacePunch — это компания Valve, но с человеческим лицом, так и хочется сказать о том, что он точно поспешил с такими заявлениями, не обратив внимания на то, что он ютубер с полумиллионной аудиторией, и к нему точно не обернуться нечеловеческим лицом. А вот комьюнити Гаррисмода, на которых FacePunch уже заработали, повернулись точно лицом робота. На этом у меня все. Спасибо, что слушали.